Во-первых, здравствуйте. Это сентябрьский стрим Зива, который почему-то 2 октября. Ну, так бывает. В целом, по обновлениям, у нас сегодня специальный гость. Казугая, гейм-директор Сталкрафта. Человек, который знает о Сталкрафте все и даже чуть больше, наверное. Возможно, я сейчас подставляю его, конечно, этими словами. И еще небольшое обновление по стримам. На форуме я создал тему, в которой я попросил вас написать вопросы, которые вы хотите задать на этом стриме. Плюс мы все так же будем, конечно, из Дискорда людей добавлять, но некоторые вопросы я отобрал еще заранее, и по ходу стрима я буду сам задавать эти вопросы, и мы будем как-то на них отвечать, рассуждать, может где-то спорить. Предлагаю начать с первого человека. Здравствуй, Каза. Привет. Здравствуй, Евгений. Здравствуй, Лето. Безумно всех рад. Да. Здравствуй, Найтхантер. Будут ли добавлены сессионные версии или все-таки кастомные карты Clan Wars? Это можно сделать. Я понимаю, что потребность есть. Мужикам хочется поиграть, потренить какие-то тактики 1 на 1, но у нас кланы, к сожалению, так внятно не сформировались как механика. Вот когда они сформируются как механика, тогда будем уже думать, как кастомизировать, потому что там на самом деле планов и вещей, которые нужно сделать, очень много. Как вам идея механики для поиска людей в кланы? Это можно сделать, но будет ли это сделано в ближайшее время? Ну, абсолютно точно нет. В обозримом будущем, когда-нибудь потом, да, хотелось бы иметь такую вещь и срастить ее, вероятно, с какими-то интерфейсами кланов, которые мы переработаем. Так, хорошо. А будут ли забанены на клан ворах все бусты с убежища? Вот Нет. Прям там нытье на эту тему жесткое. Нет, вот. не будет. Да, соответственно, оттуда выбивается следующий кусок вопроса. Если они не банятся, тогда возможно ли уже будет пересмотреть их статы, во-первых, и во-вторых, будут ли добавлены механики, чтобы они не били сквозь, например, тот же напалм, сквозь объекты не бил, и чтобы он наносил урон своим же, кто стоит в этом огне? Смотри, это достаточно щепетильная тема. Технические моменты по типу того, чтобы он не бил через объекты или блоки, это, скорее всего, будет сделано. Касаемо того, что, как, почему расходники такие имбовые, будут ли нерфить, расходники будут корректироваться. Единственная большая проблема того, что используются расходники на КВ, нет контрмер на некоторые расходники. И скорее нужно вводить больше контрмер, нежели пытаться что-то там ограничить. Связанный с будущей переработкой и переделкой Любича 3 в сессионный формат. Что произойдет с квестами по типу руны? Во-первых, у нас точно будут какие-то там квесты, может руна подобные, может сама руна останется. Я не могу с уверенностью заявлять, потому что переработка Любича далеко не скоро, если вдруг кто думает. В следующем году. Вот. Собственно, с Любичем, с ним работа потихонечку ведется, пока на концептуальном уровне. Как будет, так будет. А будет ли нерф эффективности лечения? Можно собрать через дивказ Arctic Save 6 лег каблуков, запихать все это на вождя, и это контрится. То есть там 250 эффективки. Это безумие. Для того, чтобы контрить это безумие, вам помогут расходники из убежки, которые будут бить больше по лечению. Да, давай добавлю на всякий случай, что мы на кланварах не хотим делать вот такую, знаешь, справедливую сессионочку, на которой решает только скилл. Хочется, чтобы много факторов на это влияло, и клан мог подготовиться либо через, то, что у него бойцы умеют стрелять метко и так далее. Но если, допустим, у клана нет такого топового состава киберкотлет, может быть, чтобы он мог где-то подформиться и попробовать закомпенсировать свои слабые стороны такими вот расходниками из убежища. А на хай ПВП нужно и то, и то. Так, слышно? Подожди, пока ты там настраивал, я хотел кое-что вкинуть. На прошлом стриме был такой вопрос. Что будет с талонами в конце нынешнего акта? Будут ли части на штурму доступны для покупки в следующем акте? В конце первого акта у талонов первого акта истечет срок действия, и купить за них что-либо не предоставится возможным. Мы планируем конвертировать сгоревшие талоны в обменные монеты по специальному курсу. На текущий момент мы не планируем убирать части штурмы и гаусса из продаж за талоны в следующем акте. Подробности мы раскроем ближе к окончанию первого акта, в рамках последнего сезона. Пока что все. Ты хочешь что-нибудь добавить по этому поводу? Ну вот, вроде все правильно. Найтхантер, можешь продолжать дальше. А вот теперь интересная механика. Будут ли добавлены гаранты на артефакты, как сделали с запчастями? Может быть, пересмотрим механику заточки артефакта, потому что она очень старая. И, в принципе, сам механизм заточки энергии, он тоже очень старый. Как пересмотрим, может будет гарант, может не будет, не знаю. Был такой вопрос насчет расщепления энергии. Кто-то трогать механики артефактов, в принципе, болезненно, потому что она очень старая и напряженная. Просто бахнуть мужикам возможность мгновенно пылить арты вроде бы выглядит безобидно. Насколько это будет на практике, хрен его знает, что там поломается. Поэтому она просто лежит своего часа, ждет, и когда будет возможность до нее доползти, тогда и доползем. Потому что таких механик у нас в игре великое множество. Будете ли вы что-то делать за светом экрана бурята и у ножек, когда ты носишь ПНВ второго поколения? ПНВ думаем, как переработать. Все. Так, спасибо большое. Вы прекрасно добавляете новых гостей. Очень интересно, спасибо было с тобой пообсуждать это все, Казу.
Гигантское спасибо за то, что пришел к нам. Вот, и просьба, Евгений, можно нам, пожалуйста, на следующий стрим, мне кажется, сейчас аудитория взорвется, позвать коммуниста. Это, наверное, самый такой человек, к которому больше всего вопросов из разработчиков. Ну, если коммунист согласится, мы с радостью, у нас тут нет ограничений по гостям. В чате спрашивают, когда обновят античиты, какие мысли насчет читаков. Сейчас наша борьба с читаками гораздо более эффективна, чем во многих аналогичных играх, у которых гораздо больше, так сказать, с этим проблем ввиду некого развития читаков в сторону нейронок и так далее. Мы прям собрали очень добротный, хороший отдел, который постоянно ведет борьбу и постоянно делает это с успехами. Пока мы не позвали следующего зрителя, опять же вопросик с форума, с темы. АФК-сервера Я тут при чем? Я про АФК-сервера, когда писал на форуме по поводу того, что за них кто-то туда отлетал, я первым делом вспоминал случай с Лиманском, где чел создавал кучу твинков, забивал ими копии Лиманска, это еще только на релизе Лиманска было. И вот так это прям активно делаю, так много лутался, то что мы его конкретно там пербачом по всем аккаунтам откинули. Больше я банов за АФК-сервера не помню. Короче, мужики, не забивайте копию на полный сервак, и будет вам счастье. Твинками не забивайте Твинками не копию, да. забивайте. То есть, Или пачкой не забивайте, если вы там бегаете в 30 человек на одной локации, всем кланам залетели. Наверное, что-то тут не так. Да, наверное, так не предполагалось. От безопасников в заметке прокину более конкретное разъяснение, когда мы его сформулируем. Технически эту проблему решить нельзя никак. Это лечится, во-первых, тем, что у нас как бы ребята на всех уровнях распределения примерно в одном и том же соотношении, что фактически невозможно. То есть всегда будет какой-то той или иной перевес. А второе, какими-то PvE-контрмерами, которые будут выступать непосредственно против подобного рода локаций. Чтобы так сделать, нужно подготовить техническую базу и геймплейные активности под это дело, чтобы вас выгоняли с локаций санными тряпками, если вы сидите на АФК-копии. Когда будет, тогда будет, если будет. Окей, ладно, приглашаем следующего человека с трибуны. Алло. Дестройер, привет. Привет, Зив. Я, наверное, начну тогда с убежища. У меня вопросы разбиты на блоки. Первый вопрос по убежищу. Когда вы планируете расширять его до 7 уровня? У нас есть планы, но нет конкретной даты. Кто-то из разработчиков, если мне не изменяет память, брякнул, что убежище может быть обнулено без компенсации. Это так или нет? Вложенные бабки мы, скорее всего, не будем у вас забирать. Это нехорошо. Вот. Но всякие уровни, кулинарии и прочего могут обнулиться. Да, это было указано почти. Что сейчас планируется делать с экономикой для остановки растущих цен? В среднем по палате внезапно с выходом Дня X действительно вот валюты увеличился, но не настолько критично, как мы предполагали. Большое отличие как бы в том, что мужики как бы мастеры и прочие лутают гораздо проще. То есть, если там шанс выноса был с старого Янова там порядка 7%, а если вы ходили в пачке, там, конечно, возрастал до небес, то сейчас в среднем мужик с кузни с 25% шансом выходит. И, соответственно, инфляция была неизбежна. До каких значений? Вопрос открытый. То есть, как бы, я считаю, что экономика стабилизируется так или иначе. Будем ли мы вводить новые выводы валюты тем или иным образом? Да. Уменьшать как-то приток валют не хочется. Существенно, по крайней мере. Ну, то есть, та инфляция, которая есть сейчас, она в ближайшее время сохранится. Если у вас вопрос в том, что вы не можете купить Эльбрус, ну, будем думать, как давать альтернативные или другие способы. Будет ли обновляться ассортимент за багровые гильзы? Как только кланы получат что-нибудь интересное себе, какие-нибудь активности, в которые можно будет играть помимо КВ, тогда да. Короче, сейчас скажу. В общем, они сейчас работают по Это направлению того, чтобы не только на КВ кланы могли развлекать себя, и чтобы еще параллельно какие-то были другие активности наравне с КВ. Ну, не наравне, скорее, это просто какие-то различные активности для кланов, которые не могут играть всем скопом или хотя бы по группам. Ну и которые не то же самое, что таскать паки. То есть какие-то интересные вещи, в которые было бы здорово играть пачкой. И, наверное, последний вопрос по геймдизайну. Почему в клондайках введено принудительное перемирие? Ну, все просто, потому что это тот же тип локации, что и остальные. Давать этому отдельный регион, так это превратится в то, что кто быстрее сел на позицию в клондайке, сидит там, курит с пулеметом, ждет входов. И проблема в клондайке в основном в том, что мужики там сидят во время выброса и сразу в схрон прячут. То есть у клондайка масса проблем, как и у самого лабиринта. Решение с тем, чтобы дать мужикам резать всех там, вообще не камильфо. Оно приведет к таким же проблемам, ну, проблемам просто другого рода. Почему многогранник убивает некоторые стволы так, что они просто, ну, они становятся неиграбельны? Многогранник — это у нас рудимент, который остался у нас испокон веков, когда у нас там были ваншоты. И звук конкретно ищет ему какое-то применение. То, что сейчас в каких-то ситуациях артефакт работает лучше, в каких-то ситуациях артефакт работает хуже, и ты не знаешь, в каких ситуациях твоя пушка будет лучше, извините, камень, ножницы, бумага. Ну, у меня с вопросами, наверное, все. Спасибо, Спасибо, что ответили, спасибо, что пригласили.
Спасибо. Я к вам вернусь. Пока Казу куда-то отходит, мы возьмем, наверное, вопросы, которые у меня были подготовлены. Был такой вопрос на форуме: чем питаются сотрудники Эксбо? Яндекс едой. Яндекс едой и все? У нас Яндекс едой, давайте расскажем. Ну давай. У нас прикольное правило есть: если ты 6 часов в офисе отсидел, можешь бесплатно себе Яндекс еду заказать до определенного лимита, там, Ну, 1500 рублей. Ну, есть какой-то месячный лимит, конечно, но в целом у нас сотрудники прям вкусно кушают, разнообразно. Насколько вообще нас устраивает, насколько быстро люди фармят Battle Pass? Изначально у нас была проблема на весеннем ивенте, в весеннем сезоне, когда у нас народ вообще не фармил. Мы потихонечку приходим к каким-то внятным показателям, потому что летом мы немножечко перекормили, а осень в целом, по-моему, сейчас идет нормально. Может быть, меньше надо, но не критично, я бы так сказал. Сегодня чуть меньше и сделали. Еще такой тоже вопрос. Прицел у нас в игре. Тут есть куча примеров, могут там кратники очень быстро меняться, даже там, не знаю, какие-то магниферы, еще что-то используется. Почему у нас такого нет? Я не то чтобы вижу в этом большого смысла, потому что на данный момент все локации достаточно компактные. У нас не Тарков, и нам не нужно выполнять 100-метровку. То есть кратники, у нас мужики бегают 2.4, как-то супер выдумывать. С прицелами просто нет смысла, пока у нас нет для этого задач. Вот. Сеточки. У нас есть какая-никакая хромая косая, но какой-то прогрессия по прицелам есть. Если мы дадим переключение еще на этих прицелах, то у нас возможностей как-то делать новый прицел просто отпадет. У нас сетки закончатся. Менять, например, мне, может, типа, знаешь, нравится визуал Барски, но не нравится ее прицельная Это механика сетка. ради механики. Алло, да, привет. 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 Первый вопрос. Есть ли вероятность, что добавит коллизию столкновения игроков? Ну, если коротко, это просто мы ограничены технологиями нашего времени, это достаточно сложная техническая штука. Мы пытались что-то с этим придумать попроще, не получилось. Поэтому живем так. Нам бы тоже очень хотелось видеть коллизии. Второй вопрос. Будут ли более мощные такие змеи-искусители на пути к штурме по типу контейнера и ножа? В этом акте, насколько я помню, не предполагаются. Далее вопрос по поводу airdropов. Отказались ли от их переработки? У нас вместо аэров сейчас аванпосты на севере. А аэры у нас живут только на 2 локациях. Больше локаций под их применение особо и нет. Будут новые дикие локации, мы переработаем. Может быть, с Затоном переработаем. Пятый вопрос по поводу 4-го уровня группировки. Как только, так сразу. Там просто, еще раз говорю, нельзя просто влупить 4-й уровень группировки. Группировкам нужно дать осмысленную прогрессию. Осмысленная прогрессия — это осмысленная активность. Осмысленной активности — это нужно думать много и вводить много. И желательно не на тех же местах, где играют основные игроки, или хотя бы частично не там. Ну, это время. Много времени. Весной игроки получают первые штурмы за талоны. Будет ли на весеннем сезоне облики на штурму в кейсах? Посмотрим, как будет. По поводу локации, в общем, сверху и снизу посередине. Что стоит ждать? Может, какие-то особенности карты и новые фичи? Особенности карт я тебе не скажу сейчас, и новых фич я тебе тоже сейчас не скажу, потому что локации будут не скоро. Это я могу тебе... Вот это я тебе могу сказать. Если ближе к релизу поймем, может, что-то заспойлерим. Сейчас нет. По поводу событий на кузне, что не успели добавить и сейчас планируют выпустить? Смотри, по кузне, да, хотелось бы. События в целом достаточно идут туго, просто потому что какие-то интересные события, которые не были бы похожими на уже имеющиеся, делать тяжело. Вот. Есть вещи, которые в целом на север, потому что у севера новых геймплейных активностей-то и не прибавилось особо. Мы просто причесали то, что было, до какого-то вменяемого состояния, далеко не идеального. И, соответственно, на север, возможно, даже скоро, но не знаю, насколько скоро, заедет новая геймплейная активность. Какие? Ребята, вот знаете Тарков? Собственно, Или я вот в скажу, Таркове есть механика двери. Ключей, дверей и всего этого дела. Сегодня добавили SAC 3, файлы игры. Хотелось бы услышать планы по поводу него. Значит ли, что SAC 3 это какой-то шаг первый к переработке сигналов? Вот это я вам могу сказать точно, это не значит, что он начата внятная переработка сигналов. SAC 3 просто сделан для определенных вещей. Вот, узнаете игровым путем. Ну все, спасибо за ответы. Спасибо. Желаю вам всем сладкого доупа и хороших обнов. Ну, собственно, давайте поговорим еще на некоторые темы, которые у меня тут были подготовлены. Ты у себя где-то там на базе на новом севере, и ты хочешь сделать себе новую пушку. Тебе нужно бежать аж на болото. Почему так? С Днем X, как могли заметить, у нас большую часть оружия брони можно делать уже с баром. Где-то это не успели доделать. Это обвесы,
какие-то отдельные, какие-то не очень. Соответственно, будет возможность сделать их с бара. Когда дойдут руки. Реворк южных локаций. Это просто изменение карты, или там будут какие-то активности новые. Будет ли туда смысл вообще бегать топером? Зачем она нужна? По поводу перестройки юга, зачем это нужно? Во-первых, хочу сразу сказать, что это не займет кучу времени, но по сути, зачем это нужно? Вот у нас север перестроенный, чудесный, который мы сделали. До него сейчас доходит где-то 5% игроков. До бара доходит, по-моему, порядка 12. Цифры неплохие по меркам ММОшки. То есть надо понимать, что бар — это там сколько часов игры? 50. И мы, делая любой контент на севере, должны понимать, что в данный момент мы сейчас его делаем для 5% игроков. Мы хотим этот процент увеличивать, чтобы больше игроков начинало щупать наш контент на севере и пополнял ряды эндгеймщиков, потому что мы хотим, чтобы наша игра становилась популярнее. Разработчиков была мотивация как бы тоже видеть, что игра популярнее становится, поэтому мы постоянно улучшаем начало, чтобы конкретно вот этот момент исправлялся с тем, чтобы в игру играло больше народу. Это очень важно. Сейчас началась разработка чернового блокаута перестройки болот Кордона. Это, соответственно, мы уже договорились, что мы делаем, примерно как мы делаем по карте, и, соответственно, начали уже строить. Новых активностей там не будет. Ну, аванпостик может быть баг не будет аванпостика. на картоне. Не будет. Ну как так? По итогу было принято решение, что нам необходимо сохранить прогрессию механика, не выбрасывать на игрока все сразу. То есть, соответственно, там будет удобное месторасположение. Если мы посчитаем нужным загонять игроков в PvP, мы сделаем там аналог аванпоста. Ладно. Что мы там делаем? Мы перерабатываем пути игроков таким образом, чтобы больше игроков и быстрее доходило до базы на Кордоне, а с Кордона перебегала быстрее на бар, сокращая пути передвижения, возможно, ставя промежуточные какие-то сейф-зоны или не ставя их, мы еще не знаем. Там было еще часть сегмента, а что-то там мастерам-то будет что-то покушать на Кордоне? Нет, не будет. А на данный момент я в целом не считаю, что возвращать на какие-то старые локации мужиков это круто, потому что он левел-дизайн этого не предполагает. А не станет ли в нашу игру играть слишком просто? Могу так сказать, что очень много есть у Люлюка не про то, что аквазваливаете игру, но мы игру не аквазваливаем таким образом, мы исправляем. То есть аквазваливание — это если бы мы сейчас взяли Затон, взяли Лиманск и сделали бы там супер легко, чтобы все там до мастера добегали за мгновение, никаких сложностей не встречая. Но мы просто оставляем сложность в тех этапах игры, в тех сферах, там, в тех локациях, где игра изначально предполагалась сложной. Поэтому игра движется в том направлении, чтобы до условного севера люди имели, с одной стороны, плавный рост кривой сложности, потому что если все будет слишком легко, будет, как ты сказал, они будут слишком быстро скипать, ничему не научатся, и на севере будут теряться. Но при этом, если делать слишком сложно, то те единицы, которые пройдут на север и будут всем говорить, что я такой крутой, прошел через огонь и воду, по сути, нам невыгодно, что будут доходить единицы. Нам выгодно, чтобы доходили подготовленные среднячки, которые, ну, чем больше дойдет и не отвалится, потом тем лучше. Эх, вот бы какое-нибудь открытое распределение. Для того, чтобы сделать открытое распределение, я как геймдизайнер считаю, что необходимо, чтобы были отдельные ресурсы под каждый условно тип распределения и отдельные игровые активности, в которые ты будешь играть только на этом уровне распределения. И их нужно распартить на все локации. Это очень большой и объемный проект. Включает в себя переделку частичной экономики, что-то еще, множество геймдизайнерских решений, иногда спорных, иногда не очень. Плюс к этому распределение фракций по уровням шмота тоже будет страдать и хромать на обе ноги. Оно и сейчас хромает на обе ноги, но с открытым распределением оно вообще унесется. Вот. И, соответственно, вот этот комплекс проблем необходимо решить. Это очень долго и дорого. Хотелось бы пораньше, но не получается. Предлагаю, ребята, мы тут уже много поговорили на мои вопросики, уже кого-то добавить, с кем-то поговорить. Вот человечек. Алло, да, здравствуйте. Привет. Здрасте. Первое — это невозможность именно системой кинуть репорт на дуэлях на читера. Да, это проблема. Напиши в техподдержку с ней. Я писал, просто не отвечали на это, говорили то, что мы уведомили. Тогда будет, когда руки дойдут. Потому что много еще чего надо делать. Хорошо. Тогда вопрос про уникальные краски на бронике. Да будет появляться. У нас пока что просто камуфляжики плодятся, а конкретные уникальные краски, видимо, уже после гардероба будут появляться, когда гардероб релизнится и будет иметь осмысленную форму. Но это, если что, без конкретики. Пока что мы в целом подход к скинам меняем, потому что сейчас они в основном представляют собой мусор, пылящийся на складе. Будет ли AltX, старая система Ренегата? Ну, система Ренегата у нас была признана неудачной, то есть мы ее попробовали,
попробовали, поняли, что все это превращается в игру в крысу, то есть у нас вместо шутера понятного в итоге наступает какой-то момент с тем, что ты в Mind Games играешь с проходящим челом, включит ли он режим ренегата у тебя где-нибудь там за спиной в кустах или не включит. И это все работало довольно плохо, и пока что не считаем все-таки проблемой то, что тебе там союзники какие-то лутают перед тобой артефакты, ну, переходи на другой сервак. Ну, или иди в более опасные зоны, где уже таких союзников меньше. Было сказано то, что арты зеркала будут, но когда точных сроков там или хотя бы примерных Казу не вернулся. было. Казу, арты зеркала будут, не будут, когда? У Какая нас тема? ФГ тестила определенный набор артефактов, насколько я помню, достаточно давно. Сейчас нам необходимо переработать артефакты и переработать к ним подход для того, чтобы вводить новые вещи. Просто дропать зеркало имеющиеся артефакты мы не хотим. ФАМАС и то, что он закрывает при беге на скорости половину экрана, правую. Это вопрос к анимациям. Будут ли пересмотрены анимации на ФАМАС? Наверное, будут, потому что когда они закрывают половину экрана, это, наверное, старая анимация. Когда дойдут руки у отдела анимации, я не знаю. Вероятно, дойдут. Тогда понял, спасибо. Спасибо Давайте, тебе, до что свидания. побыл на стриме. Так, Всё, все, чё, начинаем. топить Как раз 2 Казу? часа сейчас будет. Да. Первое. У нас скоро ивент. Обновленный марафон мертвецов. Все, что знают люди пока что, то, что он будет в конце октября, Да. то, что это будет рескин. Да. Можешь ли дать подробности? Ну, что-то изменилось. Определенные новшества там так или иначе будут. Будет Какие? пересмотрен частично баланс. Возможно, добавятся новые противники. Кардинальных изменений на марафоне мертвецов не будет. Скиллы у зомби. Скиллы у зомбей появятся другие. Частично. Мы собирали их из разных частей. Квесты, если что, будут у нас в открытом мире. Да, и И- останутся навсегда. Они будут по тематике ивента. Сезонно. Шепот и черный рынок. Я очень не хочу плодить квесты, которые выходят на 1-2 недели. Собственно, и наконец-то мы пытаемся сделать что-то в этом духе. У нас есть проблема, что у Завета. Вот сейчас мы релизнули новую модель Пересвета. Да. Прекрасной научной Классно, брони. отлично. А у Рубежа, который напротив Завета находится, нету такой брони научной. И поэтому он не может бегать спокойненько в ней по хазардке, у него там вот авангард. Планируем ли мы что-то в этой области делать? Я считаю, что проблема с пересветом не то чтобы сильно остро стоит. У нас есть гораздо более острая проблема с гончим. Хотим ли мы скорее делать все 4 броника всем фракциям? Скорее да. Почему мы этого еще не сделали? Во-первых, потому что с точки зрения арта это занимает большое количество человека часов. Во-вторых, потому что мы так и не смогли четко определиться с позицией. Хотим ли мы симметричный баланс или асимметричный. Но сейчас все еще склоняемся к симметричному и, скорее всего, в ближайшее время примем волевое решение. В ближайшее время это, если что, не месяц, не 2, красный это может гончий. длиться полгода или год. Вот мы разрабатываем аукцион. Давай просто людям бросим. У нас ну, не только же рескин будет аукциона с более удобной менюшки. Ну, там я, конечно, спойлерил момент с тем, что хочется раздела от предложений от разработчиков. Какие еще прикольные новые штуки могут в аукционе появиться В функционально? первую очередь мы хотим сделать хороший игровой аукцион, даже местами биржу. То есть где-то будет биржевая система, где-то будет аукционная. Для несведущих биржевая для того, чтобы массово чем-то затариваться. То есть всякие доски гнилые из убежища вам будет проще покупать и проще продавать. А некоторые вещи, какие-нибудь более рарные по типу артефактов, вы будете выставлять по аукционной системе. Но опять же, это все концепты. Сейчас дизайнеры еще не начали работать, но, по крайней мере, мы уже в принципе поняли, что у нас примерно будет. Можешь ли ты рассказать что-то про обновление сессионок интересное? Постараемся дать возможность через некоторое время, может быть, видеть некоторую прогрессию через сессионные бои. Новые режимы, они сейчас тестируются, но, собственно, стараемся сделать как можно больше, чтобы было больше разнообразия. И, опять же, важное уточнение, сессионные режимы пока что на текущий момент по концепции это режимы без своего снаряжения. На режиме противостояния там он в любом случае остается, где Да. можно свой скилл для кланваров отточить. А вот конкретно Казу говорит про новые режимы, которые у нас будут на пресетах. Ну и какой там будет по факту геймплей, увидите потом. Затон. У него вообще в обозримом будущем будут какие-то изменения? Затон это у нас на данный момент локация для кланов. Какое-то внятное развитие она получит только в случае, когда у нас появятся клановые активности, и она, ну, как бы непосредственно связана с кланами. С моей точки зрения, это должна быть серия локаций, конкретно заточенная под подобный геймплей. Получит ли она развитие? Да. В любом случае, что бы то ни было. Когда? Бог его знает. Ну давай, Тойота, я пока чуть-чуть вспомню, что еще. А почему аномалии из опасных явлений, такие как те же вьетнамки в Рыжем лесу, превратились в батуты из Фортнайта? А карусели теперь действительно карусели, которые довозят тебя до тайников. Зачем делать из интересного аспекта игры мусор для школьников? Чтобы что? По-хорошему, у нас должны появляться разные аномалии под разные задачи. Должны быть аномалии, которые тебя в
целом относительно не прощают, бьют по различным твоим заражениям. Сейчас аномалий просто мало, их должно быть больше артефактов, должно быть больше разных аномалий, которые будут сложнее, должно быть комбинированные аномалии, которые будут тебя заставлять что-то делать. Сейчас просто какого-то четкого геймплея у аномалий просто нет. Будем ли мы над этим работать? Да, будем. Когда? Бог его знает. У нас тут есть штурма за талоны. Поехали. Ее польза понятна. Какая польза у Гаусса за талоны вообще? Проблема Гаусса в том, что вот мы проводили определенные эксперименты с тем, чтобы он был комфортный, чтобы у него были какие-то дебафы, свои плюсы, и пока нишу не нашли. Нишу все еще искать будем. Что будет с операциями вообще в плане того, будут ли они релиз с частями и какими частями? Смотрите, последний прототип у нас прорабатывался через рандомизацию. То есть у вас был данж, в котором у вас были определенные этапы, в рамках которых у вас была задача. И задачи и противники в прошлой итерации рандомились. Это требует большого вливания сил, баланса и человек-часов для того, чтобы сделать это интересно. Было принято на первых этапах отказаться от этой модели в угоду того, что мы делаем определенный заранее заготовленный пресет с комнатами, в которых будут заранее определенные противники, которые будут действовать более интересно, нежели это сейчас в опене. И вот когда у нас выйдет, по крайней мере в планах, нас выпустить одну, потом еще одну такую операцию с определенным дилеем между релизами, и после этого уже думать над рандомным данжем. Но, опять же, у данжа будет некоторые элементы изменений, но о них вы узнаете позже. А там будут какие-то штучки, знаешь, типа там паркура, которые требующие с новым мувментом. Паркура, как такового, пока не планируется, как отдельный уровень. Ну, или круто. Но мы постараемся задать каждому этапу данжа свою уникальную изюминку геймплейную. Да. Есть ли планы на ПТРТ? У меня было пару интересных идей, которые я предложил балансерам, но они сказали, что это очень страшно. Поэтому пока что от этой концепции отказались. То есть, в моем понимании, это вообще ни разу не болтовка, это что-то свое. У нее должен быть свой уникальный стиль геймплея, и потом, может быть, какие-то подобные оружия должны вводиться. Про звуки. Над звуками ведется работа, как бы все, что могу сказать. И над звуками шагов, и над звуками выстрелов. Знаешь, какой вопрос? А у глушителей когда глушку? По-хорошему, это нужно решать через звуки, индикацию, вот всю эту штуку, бельмо на кругу нужно убирать. Но мы в прошлый раз пытались сделать качественно, не получилось, по итогу сделали этот сраный кружочек, и он так и остался. Вот, поэтому пока не знаю, когда дойдут руки, но обязательно исправим. Весь стрим думал, сказать ли что-нибудь про вот эти очередные порции недовольства балансером, которые каждые полгода традиционно возрастают, но думаю, не буду. Я просто отвечу на недовольство балансером. У нас за последние полгода начало играться больше вариантов оружия, чем за всю историю Сталкрафта. Возможно, у клановичков, в принципе, все так и живет, но у вас там от мета до мета оно всегда жило. А так, небольшой спойлер, это то, что у нас вот в четверг, возможно, выйдет пост про то, что StarCraft пригласили на выставку Red Expo, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря в Москве. То есть это будет такая реинкарнация Игромира, на которую мы приедем, мы там забабахаем большой стенд, а все подробности уже узнаете позже, потому что я не хочу их заранее парить. Все, всем спасибо, всем пока.